Всем привет! Меня зовут Наташа Васильева. Вы на моем YouTube-канале, и это подкаст «Сразу в президенты», где мы обсуждаем вопросы иммиграции и поиска работы. Сегодня у нас интервью, и я поговорила с Дашей, которая приехала в Америку очень молодой. Она всего, по-моему, 1,5 года проработала до этого в Москве после окончания университета. И она практически сразу здесь нашла работу, причем на full-time в Amazon. И сделала она это с помощью нетворкинга. То есть в этом интервью мы очень много говорили о нетворкинге, о том, как его делать, что делала Даша и так далее. Но при этом она еще и технический рекрутер. То есть она проработала всю свою карьеру в Амазоне техническим рекрутером. Она нанимала студентов на стажировки и бакалавра, и магистра. Нанимала на разные должности в Амазоне, а сейчас она нанимает специалистов в Project Kuiper. То есть Даша еще во многом поговорила о найме и с точки зрения рекрутера. По-моему, было безумно интересно. Меня впечатлил Дашин опыт с точки зрения того, что она делала сама. И мне кажется, что это будет очень полезным, поэтому приятного просмотра. Привет, Даш, Наташа. привет! Привет! Как твои дела, как настроение? Отлично, готова к выходным. Хорошо, расскажи немножко о себе. Расскажи, как давно ты в Америке, чем ты занималась до этого, как ты сюда попала. Я переехала в Америку через F1 виза, actually. Виза невесты, получается, она называется. Мгм. Вот, я познакомилась со своим мужем где-то на первом курсе университета еще лет 10 назад. И как-то, мы долго общались, дружили, в общем-то, и потом решили, что вот F1 виза будет, наверное, самый лучший способ переехать. Вот, соответственно, я переезжала уже на готовое, получается. Я тогда отработала в России где-то 1,5 года, наверное, в рекрутинговом агентстве. И когда сюда уже переезжала, получается, мы планировали где-то переезд где-то год. Переехали, потом где-то год ждала разрешения на работу и потом начала искать работу. Слушай, супер, ничего себе. А твой муж вместе с тобой учился в Москве или вы познакомились онлайн? Не, мы познакомились в Доминикане, соответственно, мы путешествовали. Я тогда вообще путешествовала с родителями, но мы там не встречались, мы долго не встречались, мы, получается, познакомились просто как с общими друзьями, и Мгм. потом 2 года подряд я ездила в Америку на Work and Travel программу, вот, и мы просто после обеих программ, кстати, путешествовали по Америке вместе, и нам там понравилось, было очень весело. Потом он много раз приезжал в Россию, я ездила к нему, а он приезжал ко мне в Нидерланды. В общем-то, к тому моменту, когда я переехала, мы где-то раз 17 друг к другу летали через океан уже, вот. Выбирали, в общем-то, между там визой жены и визой невесты, и как-то тогда вот взвешивали все pros и cons и решили, что виза невесты, нам больше всего подходит, потому что мне тогда это давало возможность как бы побольше поработать в России, получить какой-то опыт после выпуска из университета. Вот. Мы тогда, кстати, выбирали жить в России или в США, М. вот, но у меня муж немножко постарше меня тогда был, и как-то мы решили, что проще мне было начать карьеру в США с самого нуля, получается, чем ему, получается, переезжать в Россию без русского языка и, соответственно, начинать все с самого начала. Вау, ничего себе. Про Нидерланды я тебя спрошу потом еще отдельно. Ты там училась, насколько я понимаю. Вот эти отношения очень долгое время на расстоянии, конечно. Я сама как-то год жила с отношениями на расстоянии, и это Мгм. прям невероятно. Мы после этого с мужем, после того, как я вернулась, мы сказали себе, что больше никогда в жизни мы не будем так делать. Если мы куда-то едем, то едем вместе. Но это прям Были тяжело, вместе. да? Ну да, мне, наверное, было тяжелее, это просто очень много терпения нужно, да. Единственное, что, наверное, когда я переехала в США, хотя я очень-очень любила путешествовать, мне кажется, мы никуда за границу 2 года не путешествовали. То есть я так налеталась, что раньше я там очень любила полеты, там, не знаю, ощущения быть в самолете. А вот мне кажется, под конец у меня уже такое было, как я сажусь в самолет, и я прям не могу дождаться из него выйти. Но потом через 2 года это все прошло. Вот. Но это тоже очень такой классный, необычный опыт. Классный период в наших отношениях, когда мы много летали. Ну да, я могу представить перелеты через Атлантику. Это такое себе удовольствие Да, да, постоянное. да. Слушай, а ты сказала, что вы думали между визой жены и визой невесты. Это разные вещи, да? Я просто не знала. Да, Объясни да, да, это немножко. так распространенный способ, да, переезда в США. Просто я знаю, что вот в Сиэтле это там не так common. То есть многие переезжают там из-за работы, например, да, там, или Мгм. там один из супругов получает работу, другой присоединяется. Но виза жены — это когда у людей уже есть, соответственно, брак какой-то, да, и они подают как на воссоединение.
там как бы из плюсов, что ты можешь получить, по-моему, грин-карту и разрешение на работу довольно быстро. То есть ты там как только, М, по-моему, приехал, уже получаешь разрешение на работу, как-то так. А виза невесты, ты, получается, приезжаешь, и тебе дается 90 дней, чтобы пожениться. Вот как-то вот так. То есть ты как м. бы как проверяешь свои отношения. Есть такое классное шоу, «Фианце виза» или как-то вот так. Но Ну, мы оно очень добавим. такое... Да-да-да, я тебе потом скину. Ну, в основном это сделается для людей, например, которые не могут получить туристическую визу, не могут увидеться, там, не знаю, где-нибудь они онлайн познакомились или там в какой-то другой стране. И вот как бы это их возможность, получается, познакомиться и решить, хотят ли они пожениться или нет. Это был как бы М. не наш вариант. В принципе, к тому моменту, когда мы подали на визу невесты, мой муж мне уже сделал предложение, вот, но мы все равно решили подать на визу невесты. Я, если честно, Мгм. даже сейчас не помню почему, но, по-моему, там как-то то ли сроки ожидания были короче. По-моему, многие там иногда пытались переехать, например, в США и пожениться в США, вот. И тогда, вот, мы, по-моему, выбирали не между визой жены и невесты, а мы выбирали визу невесты, да, и многие нам говорили, М. ты можешь вообще, по-моему, приехать по визе, туристической визе, здесь пожениться, там и остаться. Ну, в общем-то, мы решили выбрать такой более как straightforward и такой легальный вариант. И мы, получается, все документы сами заполняли, то есть мы там никаких ни адвокатов, ничего не нанимали. Довольно очень такой простой, straightforward процесс. Понятно. Ну да, то есть вы поженились уже здесь, и сколько у тебя ушло вообще, в принципе, на получение документов после этого? И какие там 8 месяцев документы? всего. 8 месяцев всего, чтобы получить разрешение На на работу у грин-карту? меня тогда. А, на Нет, на разрешение разрешение на работы. работу. Мгм. Мгм. Да, а на грин-карту дольше, но у меня получается, вот я здесь сейчас 6 лет, у меня получается уже гражданство, да, и где-то грин-карту я получила за, наверное, год до гражданства. То есть это прям так все очень быстро и А, вместе. Мгм. Да, там класс. какие-то есть прямо clause, получается, да, какие-то исключения из вот правил, что именно если ты там переехал как супруг, в общем-то, гражданина Америки, как-то вот так вот, там довольно быстро получается, да, там грин-карта и гражданство прямо. Ты, то есть, по сути, ты через 5 лет уже можешь подать на гражданство. Супер, окей, спасибо большое, это действительно очень интересно. А теперь немножко вернемся назад. Ты училась, ты сказала, вы познакомились на первом курсе, и ты тогда училась в высшей школе экономики, правильно? Мгм, да. И училась ты на Public Administration. Вот Да, это расскажи, что это за специальность? Эта специальность называется госуправление. Я делала очень много. Вообще, как бы изначально я училась в СУНСе, это такой лицей, как бы с таким физико-математическим уклоном. Вот, и Мгм. собиралась идти больше как инженером, но что-то меня в последний момент так отвлекло, и я подумала, я люблю английский, я люблю общаться с людьми, в общем-то, это вообще не моя работа. Знала ли я, что несколько лет спустя я буду работать рекрутером и знать, что инженеры, которые любят общаться с людьми и говорят по-английски, это самые востребованные инженеры. Вот, но, да, в общем-то, я пришла на госуправление. Мне казалось тогда, что я сделала такой довольно extensive research по поводу того, как бы, почему я хочу этим заниматься. Но первые 2 года мне очень понравились, как бы, ну, в принципе, это вышка. Я туда в основном шла вот именно из самого университета. Мне там очень понравилась атмосфера, вот, но вышку я тогда подавала там на 3 разных факультета, и вот в тот год, когда я подавалась, там такой был большой вброс ЕГЭ, короче, ответов на ЕГЭ, и, в общем-то, баллы были какие-то вообще нереальные. И получается, что вышку я попала только на Public Administration, на госуправление. И в тот год, ну, как-то я ходила в разные университеты, но мне вот вышка больше всего понравилась просто по атмосфере, потому как вот там все такое very relaxed, такие очень, очень легко общаться с преподавателями, то есть, ну, такое прям. И в основном я туда пошла из-за университета. Вот, первые 2 года мне очень понравились, а вот третий, четвертый года, получается, стали специальные предметы уже там именно по Мгм. государственному управлению. Тогда я поняла, что мне не нравится государственное управление, но в целом много ребят пошли в какие-то государственные учреждения работать, если они хотели как бы изначально там работать. Но многие пошли там на маркетинг, консалтинг, то есть, ну вот куда бы ты пошел там, например, с бизнес administration, там с каким-то бизнес-дегри или экономик-дегри, как бы пошли просто там в рекрутмент тоже пошли, в проектный менеджмент. Я поняла. И в вышке ты участвовала в том, что называлось Body Club, да, когда вы встречали иностранцев, насколько я понимаю, которые приезжали. Да, но там несколько организаций было. Вообще, мне кажется, в тот период мне все нравилось вот там.
мне всегда хотелось учиться за границей, то есть, наверное, может быть, жить за границей, общаться по-английски, как бы тренировать английский, вот. И было несколько таких волонтерских организаций, одна была при вышке, а еще была ISIC, по-моему, организация, то есть они вне университета тоже. По сути, как бы просто очень много в Москве студентов по обмену, которые приезжают, и, ну, как бы им нужны проводники там, где можно купить поесть, как оформить там проездной в метро и так далее. Может быть, на какой-то каток вместе сходить. В общем-то, это такой хороший опыт культурного обмена. У меня было прямо из многих стран студентов из Сербии, из Черногории, из Испании, из Нидерландов, то есть прям как-то из Индии, как бы была возможность так много разных опытов изучить. И потом, когда я уже сама поехала по обмену учиться, мне тоже понравилось, что у меня тоже был такой бадди, с которым мы до сих пор общаемся уже много лет спустя. И как-то мы тоже, ну, как бы я, например, имела возможность узнать его семью, там, съездить к нему домой. Ну, как-то так классный, мне кажется, культурный обмен. Ничего себе, то есть вы прям дружили, да? Это не просто там встретила, помогла человеку на первое время и все. Вы Ну, продолжали по-разному общаться. бывает, мне кажется, да, по-разному бывает. То есть с кем-то там, допустим, не так много точек соприкосновения, да, там, но то, что там, ну, мы часто куда-то ходили или там к друг другу, там, я к ним приходила в общежитие, например, ко мне дома в Москве никто не приходил, но мы ходили там кататься на каток, там, гулять по городу, то есть просто классно проводили время. Слушай, очень здорово, да. И, соответственно, ты говоришь, что когда ты была в Нидерландах, у тебя тоже был такой бадди. Расскажи, как ты попала в Нидерланды. Когда я была в вышке на первом курсе университета, у нас была такая самая вводная лекция, и там упомянули, что будет такая возможность учиться за границей. А я тогда об этом даже мечтать не могла. Я помню, что я там старше. То есть я начала учить английский довольно поздно, там в 5 классе, и я вот как-то бесконечно листала вот эти вот листовки, там, чтобы учиться по обмену или что-то. Вот мне прям так, не знаю, мне так нравилась эта идея. И тогда у нас не было возможности, а когда я была в вышке уже, как бы в университете, у нас была возможность такая в семье. Вот. И довольно такая простая программа, на самом деле, очень многие университеты, по крайней мере тогда, сотрудничали с многими европейскими и американскими университетами, вышка точно сотрудничала, и есть возможность как бы они принимают студентов по обмену, и мы принимаем студентов по обмену. Соответственно, в вышке тоже всегда было очень много международных студентов. Вот. В Европе такая действует программа, она называется Erasmus Mundus. И, в принципе, в Европе, мне кажется, каждый студент путешествует. И как бы в Европе это вообще какая-то обязательная часть учебы, это побывать, поучиться в другой стране, например. Мгм. Я знаю, что для переводчиков тоже там, даже там в Екатеринбурге, например, где я выросла, у меня вот, например, подруга, она как бы тоже путешествовала и как во время бакалавриата и во время магистратуры. Вообще, мне кажется, многие студенты идут в магистратуру, чтобы по обмену поучиться. Вот, но неважно. Что было классно, то, что, в принципе, это очень доступно было всем. Ты сам выбираешь университет. Сложно было, как бы нужно заменить свои предметы предметами там, если ты не хочешь пропускать четверть. Сейчас бы я, конечно, точно пропустила четверть. Вот. Но тогда мне казалось, это же целая четверть или целый семестр, как же можно пропустить? И, в общем-то, не у всех университетов, например, особенно, когда это доходит до госуправления, есть прям такие же предметы. М, Вот. мгм. И там как бы нужно было там договариваться с преподавателями, чтобы они согласились, что вот этот, и с учебным офисом, что вот этот предмет примерно может быть зачтен за этот предмет, например. Но на самом деле в самом худшем случае, мне просто тогда казалось, что это невозможно. Можно просто как бы пересдать этот предмет на следующий год. То есть ничего страшного не случится, или там даже на год попозже, мне кажется, выпуститься, но все-таки испытать такую классную возможность. Вот. Мгм. Вот, и я как-то начала этим заниматься и забросила на первом курсе. Мне показалось это очень сложно. А потом у меня однокурсница поехала по обмену в Норвегию, и я так разозлилась на себя, думаю, ну что же это моя мечта. В общем-то, я уже с другим таким подходом, как бы, знаешь, не как what if, а как бы can do approach, да, то есть я Мгм. точно найду университет, который точно примет у меня, короче, все предметы. И, в общем-то, я выбрала университет в Нидерландах, он назывался Radboud University, в таком маленьком городке в Нидерландах. Очень было классно, что прям перед самой-самой поездкой, прям буквально за дней 5, мне внезапно дали стипендию, которая полностью покрывала все мое проживание и питание, и даже у меня еще денег осталось. То есть мне буквально там, Вау, наверное, ну, где-то на полгода мне по тем временам выдали $5000 стипендию. очень Вот. неплохо. Да-да-да, очень классно. Ну, то есть
я думаю, что если как бы у нас были ограниченные финансы, наверное, может быть, я бы не, ну, не подалась на эту программу, но Мгм. очень было приятно, что как бы, ну, моим родителям не пришлось за это тогда платить, вот. И мне кажется, что я потом поняла, что вообще многие университеты дают такую стипендию, просто зависит там от страны, от университета, но в целом как бы почти все студенты получают какую-то стипендию. Слушай, супер. А подожди, а как это получается? То есть тебя сначала принимает университет, ты знаешь, что ты туда зачислена, а со стипендией будет она или нет, ты узнаешь как-то позже? Да, да, это какая-то вообще отдельная, то есть получается, это вот есть отношения между университетом, моим университетом и их университетом, Мгм. а вот эта Erasmus Mundus, она вообще как-то параллельно работает, и я на самом деле так и не поняла, потому что у меня, например, там у меня была стипендия где-то, может, $800 в месяц, а были студенты, у которых там 300 или 200, например, там я знаю, что там у студентов из Бразилии даже больше еще стипендия была, в общем-то, я так и не поняла, но что я поняла, что многие студенты на самом деле ездят так по обмену и просто пропускают год. И Мгм. тогда Мгм. берут предметы, которые... Вот у меня что было сложно, в Нидерландах было очень сложно учиться. И там, если у меня в вышке, допустим, всегда были там отличные оценки, там выпустилась я с красным дипломом, то в Нидерландах там, я помню, у меня был один предмет, я к нему так много готовилась. Я вообще все время в Нидерландах только училась, ничего там веселого я не делала. Получается, что у нас половина класса не сдали, или там 80% класса не сдали. То есть то, что ты Ого. сдал, это здорово. Когда это конвертация оценок, там, допустим, я получила там 4 балла из 10 или 5 из 10, это вообще там, ну, тройка получается в вышке. В общем-то, вот мне кажется, классно, когда ты едешь по обмену и имеешь возможность, например, взять предметы, которые там pass or fail, или которые, например, не зачислятся в Мгм. твою книжку потом в будущем, чтобы ты как-то мог просто, ну, наслаждаться, может быть, брать уроки, например, которые ты хочешь там попробовать, например, да, то есть, которые ты, может быть, не можешь у себя выучить, то есть, Класс. А подожди, ты говоришь, ты все-таки закончила с красным дипломом, то есть это не совсем повлияло? ну, повлияло, но просто made it harder, то есть, просто Понятно. посложнее было, да. Понятно. Ну да, я понимаю. Кстати, вот я сама ездила по обмену именно с Мгм. потерей года. Я ездила в Китай учить язык, но мы Мгм. именно год учили язык, и в институте я брала академ, соответственно, диплом это никак не влияло. Да, вот, и у меня как бы в основном все знакомые потом, которые там или в Америке, так и ездили, да. И у меня, конечно, была прessure, потому что я заметила, что в России, например, много предметов, которые нам преподавали, они были адаптированы. То есть, допустим, там есть какие-то там, допустим, теории, там по экономике, например, и нам Мгм. просто уже там делают PowerPoint с теориями. А там, например, есть теория, вот иди прочитай книжку на 200 страниц. И я помню, я первый М. день там читаю эту книжку, и, то есть, ну, мне казалось, что у меня был хороший уровень английского, но все-таки это такие специализированные термины, то есть, да, и вообще темп просто учебы был немножко другой. А я помню, я читаю там 4 страницы, наверное, где-то 3 часа, и ничего не понимаю, думаю, боже, там же еще столько осталось. Ну, то есть потом это просто как бы, ну, наверстывается довольно быстро. А расскажи вообще про учебу. Насколько я слышала, Вышка это один из самых вестернизированных университетов в России, из российских. Но ты говоришь, что образование очень сильно отличалось. И вот ты сказала один момент, что огромные тексты вам давали читать, да, в Нидерландах. А что еще? Расскажи немножко о студенческой жизни и там, и Ну, там. на самом деле было очень похоже. И до вышки я училась тоже как в научном центре, получается. Это там центр, где в Санкт-Петербурге есть один, в Москве и в Екатеринбурге, и еще, по-моему, где-то в Новосибирске. То есть это такие, как научные центры, туда обычно съезжаются дети там со всей области, там, чтобы учиться. Вот, там уже был такой подход, у нас уже были сессии, то есть у нас не было там четвертей, у нас были сессии, и у тебя всю полгода никто не проверяет домашнее задание, а потом как бы у тебя сессия получается. И как бы, ну, некоторым детям сложно в такой, как бы, когда тебя вот не пинают, да, Мгм. допустим. Вот, то есть мне было уже довольно привычно в этом плане. И после Сунца, на самом деле, в вышке было довольно легко учиться. Но из общего такого подхода, я помню, я ходила в МГУ тоже сдавать экзамены, и, ну, мне просто не понравилась атмосфера. То есть это, конечно, я не могу там судить по одной встрече, по одному экзамену в одном университете, но я туда тоже сдала экзамены, но просто как бы такое было немножко отношение, как преподаватели выше детей, да, то есть выше Мгм. учеников, и мне как бы, ну, оно не понравилось. Вот в вышке, ну, разные бывают преподаватели, но в основном как бы у всех там что-то, у кого-то там бизнес какой-то, у кого-то там что-то еще, кто-то очень там с одним преподавателем, когда ездила учиться на Work and Travel, мы в Америке встречались, то есть, ну, то есть с другим преподавателем я потом у них подрабатывала, то есть как бы
такие более, мне кажется, динамичные такие отношения и более такие отношения на равных. Вот. Ну, в Нидерландах это еще, например, на следующий уровень, то есть у меня там есть некоторые фотографии, где там преподаватели со мной сидят там на корточках, обсуждают там как, ну, какой-то пример или ну, задачу, там, которую мы пытаемся решить. То есть еще более такой вовлеченный уровень, еще больше отношения на равных. То есть, ну, да. Слушай, это очень классно, да. По Ну, поводу когда ты предметов, видишь перед собой человека, не какую-то функцию, которая преподает тебе предмет. да. Ну, а по поводу предметов, ну, я помню, что в Нидерландах просто как бы the bar was higher, то есть как бы больше требования были, да, то есть там оценка там 4 из 10, 5 из 10 была вполне себе нормальная оценка, то есть как бы, ну, то есть если бы я, наверное, в вышке когда-нибудь пришла на пересдачу, я бы, наверное, умерла, то есть, ну, как бы, как вот там отличница, да, то есть я бы просто как бы Мгм. не знаю, что бы я делала, а в Нидерландах там, ну, там весь класс идет на пересдачу, то есть как бы это так, ну, как бы так, ну, нормально, то есть получается. Вот, и наоборот, у меня друзья из Нидерландов, которые учились в вышке, они потом приехали там все с десятками, восьмерками, девятками, и как бы им сказали, нет, простите, мы ваши баллы не будем принимать, то есть как бы там в России М, учиться полегче, то есть. Да, удивительно. При этом я Да, слышала довольно много историй о том, что в вышке очень сложно учиться по сравнению там с большинством других российских вузов. да, наверное. Но мне кажется, вот это все-таки больше про то, что как бы никто тебя не будет пинать, а часто, если тебя не будут пинать, то как бы М, легко fall, как бы, ну, то есть fall behind, да, то есть легко как-то перестать успевать за материалом, как бы. Окей. А расскажи немножко про свою первую работу. То есть ты в Москве, ты говоришь, 1,5 года, да, поработала до того, как ты уехала? Да, я как бывший рекрутер по студентам, на самом деле сама нашла работу как студент. У нас была карьерная ярмарка в Вышке тоже, то есть мой бывший работодатель, Хейс называлась компания. Это такая британская компания по рекрутингу. Они приходили в вышку и как-то мне понравились и позвали на собеседование, соответственно. Мне понравился мой менеджер, моя команда, и, в общем-то, я к ним присоединилась. И вот у них работала 1,5 года, получается. То есть сначала у меня была стажировка, и потом я у них работала. Я была рекрутером в нефтегазовой Мгм. сфере. Мне это очень нравилось. Я взяла несколько классов по вот нефтегазовому там профилю. Ну и в целом как бы просто пришлось уйти, потому что я переехала. Но в Мгм. целом вот этот формат работы в агентстве, там получается, как агентства работают, они получают какой-то процент, ну, в зависимости, если, то есть кандидаты могут работать на агентство, то есть, допустим, я агентство, я предоставляю сотрудников Наташе, Наташа платит агентству, то есть я предоставляю сервис, да. Либо просто, например, Наташе сложно найти кандидата, там у них отдел HR очень много времени потратил на то, чтобы найти кандидата, не могут найти, и они решили это отдать на аутсорсинг агентству. Вот, соответственно, я с такими кандидатами работала, которых просто тяжело найти. Вот, и если кандидата нанимали, то, получается, агентство получало там какой-то процент от их годового заработка, я тоже получала процент. Да, и ты говорила, что ты перевыполняла планы. Получается, это считается по как раз их, сколько человек и сколько им платят, да? Да, но резюме мое тоже написано, как это, лозунгами. Ты вот недавно, у тебя было интервью. Вот, то есть, ну, как бы надо было какую-то дейта, да, например, то есть вот надо Мгм, было написать. мгм. Но, по сути, там просто есть какие-то KPI по продуктивности, там сколько, допустим, там денег ты должен принести там в квартал, например. Вот, и, соответственно, вот там вот эти, ну, вот эти KPI я перевыполняла. А как это считается? Ну, это просто процент от годовой зарплаты кандидата. И, ну, у меня действительно хорошо получалось, мне прям сильно нравилось. Вот, на момент, ну да. Но зарплаты там фиксированные в плане зарплаты людей, которых ты нанимаешь. То есть это не то, что рекрутер заинтересован заплатить человеку побольше. Рекрутер точно заинтересован заплатить человеку побольше. То есть это вот как раз наоборот, да. То есть обычно мы привыкли, что рекрутер пытается заплатить поменьше. Ну, то есть что классно было, что действительно рекрутеры пытаются заплатить человеку побольше. Очень много кандидатов, которых мы находили. Мы работали с международными компаниями в основном, и ну, то есть кандидаты могли работать на какие-то маленькие компании, например, да, или какие-то иметь более сложные условия труда, как бы, и получалось, что ты как бы, ну, то есть ты действительно, и такой как бы подход, как один на один получается, то есть ты действительно, ну, меняешь человеку жизнь, то есть это прямо очень так, и чуть-чуть другой подход был, то есть там можно было узнать там у кандидатов, что ваша жена думает про переезд, ну, то есть то, что сегодня нельзя спрашивать в мире рекрутмента, вот, но действительно рекрутер заинтересован кандидату, чтобы кандидат получил побольше.
потому что рекрутер получает как бы процент от этой прибыли. Интересно, подожди, то есть вы их еще и релоцировали, да? Ну, если кандидат работал в другом городе, соответственно. Я поняла. Мгм. Ты просто сказала, да, что жена думает про переезд, в смысле про переезд в другой город, не про переезд в другую Ну страну. да, просто если там, допустим, сегодня я не могу спросить кандидата, там, что твоя жена думает про переезд. То есть это Да. как бы, а если у него нет жены? Ну, то есть, вот, и тогда, конечно, ну, просто такие более как бы meaningful relationships, да, то есть когда там это твоя первая работа, ты там готов работать какой-то, я приду туда в субботу и воскресенье, я туда Мгм. приходила тоже, то есть мне прям очень нравилось. Слушай, класс. Окей. И после этого, получается, ты приехала в Америку. И да, расскажи, как ты искала свою первую работу, насколько вообще сложно это было, что ты делала? Я недавно, кстати, слышала твое интервью про твой переезд, и мне так было интересно, знаешь, как сравнить два опыта, Мгм. и, ну, как-то так, что мы приехали в один город, да, соответственно, и там, как, ну, какими путями пошли. И я начала смотреть позиции еще до переезда, получается, на LinkedIn, так как я там все равно сидела целыми днями, вот, и начала смотреть в Сиэтле, нашла такую компанию, как Amazon Web Services, видела, что у них что-то много позиций рекрутеров, что это непонятно мне было, вот. И как-то стала просто, ну, как bookmark там, то есть, ну, собирать информацию, да, то есть как-то там потихонечку делать свое резюме, потихонечку понимать там, какие виды вакансий, какие компании нанимают, там, на какие позиции, например, то есть. И когда я уже переехала, ну, у меня была какая-то там в целом идея. Единственное, что в основном все позиции требовали там 3 плюс лет опыта работы рекрутером, а у меня было всего полтора. Мгм. Вот это было сложновато. И у меня еще не было долго вот разрешения на работу, соответственно, где-то 8 месяцев. И меня это прямо сильно тревожило. И вообще, конечно, вот эта ситуация переезда за кем-то, то есть у меня, получается, ну, у мужа тогда была уже построена карьера, у всех моих друзей, которые были друзья мужа, понятно, тоже была построена карьера. И мне, конечно, было очень некомфортно, знаешь, вот в этом состоянии, когда там, привет, я приехала, вот. Еще мне было некомфортно, знаешь, вот я слышала твое интервью с Шеленой, Мгм. вот это вот, когда ты приезжаешь как плюс один. То есть Да, я да, помню, да. там у меня была свадьба, и мне нужно было там позвонить парикмахеру и объяснить, какую прическу я хочу на свадьбу. Я не знала, как объяснить. И меня это так прям сильно бесило, потому что как бы я уже жила за границей много раз. То есть я там переехала, когда мне было 22 года, но я к тому моменту там уже жила полгода в Нидерландах, полгода в Америке. Как бы я точно умею общаться по-английски. Но вот все-таки вот это вот как бы вот дискомфорт, наверное, когда ты вот плюс один к кому-то, мне Мгм. кажется, на меня немножко накладывался, и я не знала, что делать. То есть часто, допустим, люди переезжают, когда они без английского, они там идут в колледж и начинают учить английский. Я пришла в колледж, мне сказали, у вас нормальный английский, не надо вам учить английский. Я пошла думать, ну что мне делать дальше? А я как раз до переезда сдала TOEFL, получается, экзамен, и я еще сдала экзамен на права. То есть я в Москве никогда не водила, Мгм. вот чтобы в Америке водить, по поводу вот подготовки к переезду, мне кажется, мне вот очень помогло. Вот я пошла в библиотеку, и в библиотеке там были разные семинары, и, в общем-то, приходил центр занятости местный, Вашингтон. Я не знала, к сожалению, вот про всякие волонтерские организации, и я еще не знала про всякие русские группы. То есть у Мгм. меня муж, он доминиканец, и все друзья у меня тоже в основном Latin American, то есть из Латинской Америки. И у всех довольно была устоявшаяся уже к тому моменту карьера. Никто не работал в Амазоне или в Тек, и у меня вообще не было никаких друзей, которые говорили по-русски. И я просто подумала, ну должна же быть какая-то группа, которая говорит по-русски. В общем-то, и вот как-то так потихоньку начала вот находить, что здесь вообще в Сиэтле огромное русское вообще сообщество. Вот, и я пошла в библиотеку, и там приходил центр занятости американский, и там был такая группа, в общем-то, у центра занятости, у Washington WorkSource, есть такая группа, называется Work Strategies. Это типа там класс на 12 недель. Ты туда ходишь по 3-4 раза в неделю на 4 часа. И они просто там обсуждают. Это как бы обязательный класс для всех, кто потерял работу. Вот кто состоит на unemployment benefits, они Мгм. обязаны ходить туда, чтобы брать какие-то классы, чтобы получать unemployment benefits, в общем-то. Мгм. Меня туда взяли без work authorization, и я просто доходила. Но мне это очень помогло, вот знаешь, вставать, идти куда-то, возвращаться, то есть это как-то вот такая вот рутина, и еще как бы вот уровень комфортности, то есть общаться на английском, да, как-то вот
обсуждать американскую Мгм. работу в Америке, как-то вот уровень комфортности. А потом, когда я приходила из WorkSource, я там общалась с разными рекрутерами и говорила им: ой, вы знаете, у меня еще нет work authorization, разрешения на работу, но вот когда будет, я была бы рада с вами связаться. Я, кстати, вот нашла свою первую папку, вот у меня такая папка была, я там, в Ого. общем-то, записывала такой market analysis всех там, кто куда нанимает, кто сколько платит, там, знаешь, кто, ну, то есть в какие компании, какие рекрутинговые агентства нанимали. И что я поняла из исследования, что ну, на некоторые позиции рекрутера мне не хватало опыта, так как у меня было всего там 1,5 года. Потом был очень такой high pace, то есть в России, если я, допустим, закрыла одну-две позиции в месяц, это здорово. В Мгм. Америке это вообще не цифры оказались, то есть тут нужны были какие-то огромные, ну, и на самом деле я сейчас понимаю, что это абсолютно глупость, но здесь там, знаешь, там написать 50 кандидатам в день, там, знаешь, там какое-то нереальное количество позиций, какое-то нереальное количество телефонных собеседований, то есть это совсем было вот по-другому, чем к чему я привыкла, то есть, ну, то есть, да, действительно, такие же большие цифры, да, по поводу того, как там написать количество кандидатов, но как-то вот темп был в России немножко другой, то есть там как-то не нужно было какое-то огромное количество, там, допустим, телефонных звонков, там можно было найти просто вот, если тебе дали там позицию, там нужно это. Если ты нашел такого человека, то, скорее всего, они пройдут, ну, там, они пройдут собеседование, там, или с вероятностью, там, 50-60%, то есть, вот, и, соответственно, то есть там было больше вот именно внимания, там, на работу, на клиентскую работу и так далее. А в Амазоне очень сложно пройти собеседование. То есть даже если ты нашел Мгм. идеального кандидата, вполне возможно, что они не пройдут собеседование. Вот, то есть, и мне кажется, из-за этого как бы вот объем работы рекрутера, он намного больше. Мгм. Вот. И, в общем-то, я смотрела, были позиции в рекрутинговых агентствах, можно было пойти работать в рекрутинговое агентство, но там какие-то нереальные часы работы, и вообще, как работает рекрутинговое агентство, ты приходишь на какую-то вот прям мизерную зарплату, то есть я помню, там, допустим, в России у меня было там $500 в месяц, например, да, а все остальное это вот Мгм. проценты, да, которые ты получаешь, ну и их можно получить очень много. Но для того, чтобы начать получать, то есть нужно выучить кандидатский рынок, да, допустим, то есть наработать вот эту вот экспертизу, получить опыт. И я была вот, я не знала, то есть хотела ли я снова начать вот с этого вот минимального, работать вот эти вот ужасные часы, как бы, Мгм. чтобы вот выстроить свой кандидатский рынок, либо пойти работать там, допустим, ну, в компанию. Вот как-то я так общалась, и, получается, меня позвали на собеседование на рекрутингового координатора на контрактную роль. И я тогда так подумала, фу, рекрутинговый координатор, я не хочу быть рекрутинговым координатором. Но на самом деле это классная позиция. Ну, то есть я не могла понять, что они делают. Я спрашивала, что они делают. Они назначают собеседование. Я говорю, и это что, полная работа? То есть, ну, на самом деле, да, это полная работа, то есть это люди, которые назначают собеседования в компаниях, они общаются Но с это очень административная такая роль, Очень, да? да-да-да, то есть, Договориться со всеми. да, ну, то есть, допустим, там, к примеру, когда я из России уезжала, мне было, получается, 22-23 года, и я получала там $5000 в месяц, например, то есть Неплохо. столько же, сколько получали мои инженеры, ну, то есть, как бы, и тут, как бы, то есть, там, я была очень молодая и очень рано начала, но у меня, как бы, были свои, как бы, клиенты, с которыми там я уже работала, да, то есть, как бы мне нравилось, чем я занималась, и я никак не могла понять, как же нанимать, как бы, ну, назначать собеседование. Но я пошла, потому что это было мое первое собеседование на контрактную позицию, и мне дали full-time offer. Вот, в Amazon. Подожди, как тебе на контрактную позицию дали full-time offer? Вот я тоже была очень удивлена. В общем-то, я пошла собеседоваться как контрактор. Нанимающая команда сказала, что там, я им так понравилась, что они хотели бы дать full-time offer. И когда я присоединилась в Amazon уже, была очень такая немножко awkward situation, потому что все остальные recruiting coordinators были контракторы. То есть люди, которые меня обучали, тоже были контракторы. Вау. Или там они, знаешь, Окей. работали там 9, ну, как бы мне просто, наверное, повезло. То есть как-то вот тайминг, может быть, знаешь, может быть, какой-то был сильный рост организации. Это я к чему? То есть не надо отклонять позиции, которые, в принципе, могут быть даже... То есть я пошла туда чисто, чтобы потренироваться, да, то есть чтобы получить вот этот опыт Мгм. собеседования. Ну, получилось так, что вот я, в общем-то, со всеми этими рекрутерами общалась, получала какую-то информацию, и когда я узнала, что мне приходит разрешение на работу, я просто им всем написала и сказала там, мне пришло разрешение на работу, давайте общаться. То есть у меня уже была какая-то вот network на LinkedIn вот этих рекрутеров из агентств, которые постоянно нанимали рекрутеров, которые со мной до этого пообщались. Вот. И я так посмотрела на этот оффер и подумала, ну, как бы у меня больше ничего нет.
но эта позиция на постоянную основу в Amazon. Ну, как бы, конечно, я ее возьму. Вот, и получается, что вот мое первое собеседование в Америке получилось, ну, привело к офферу, получается, немножко на позицию ниже, но я думаю, что я бы не получила как бы полную позицию именно из-за количества лет работы, которое у меня было. Вот, то есть я могла бы, например, присоединиться как там контрактор, например, к Амазону, либо вот начать как там, ну, самого, получается, начальной стадии, но зато как full-time employee, то есть. Слушай, очень интересная история. Да, ну вот это прям совсем какая-то, ну, как сказка звучит, как ты собеседовалась на контракт, что тебе дали full time. Просто у меня тоже было другое интервью Мгм. с Наташей, которая долгое время, мне кажется, лет 8 она работала на контракте с Microsoft, и вот она все время хотела full time, она получила в результате full time, но она говорила, что там еще есть такой момент, что когда ты контрактор, ты работаешь в рекрутерском агентстве, по сути, да, на контракте с компанией, и компания тебя не всегда хочет брать в штат, ну, по разным причинам, но еще по причине того, что они не хотят портить отношения с рекрутерским агентством. М. Вот, в Но она, плане того, наверное, что они работала тебя на нанимают. агентство. То есть она работала Да, не как контрактор в компании, а скорее она работала на агентство. да. Да-да-да, то есть А это подожди, немножко по-разному. есть разные вещи? Ну, в Расскажи, в Амазоне чем очень много отличие? работает, ну и вообще в Microsoft, в Google, везде работает контракторов. То есть они как бы, ну, временные сотрудники. Таких как бы часто Но они все равно же работают в агентстве или нет? В смысле, они работают на они агентство, работают но на по агентство, контракту? да-да-да, но по контракту, но они как бы, история, по которой ты рассказываешь, мне послышалось, что человек как бы был именно рекрутером в агентстве. Нет. Она вообще не была рекрутером, у нее другая должность, она в Понятно. Мгм. маркетинге. Просто Но, она работала, да, вот в одном и том же агентстве довольно долгое время на контрактах мгм. различных с Microsoft. Ну вот, что мне помогло, знаешь, то, что вот я делала вот этот нетворкинг с рекрутерами и как-то Мгм. читала очень много, то есть и мне помогло понять, что, например, в Амазоне намного проще, когда ты контрактор, convert to full-time, чем, например, в Microsoft. То есть, и часто там еще, мне кажется, вот важно задавать такие вопросы и спрашивать, то есть, а кто твой нанимающий менеджер? А менеджер, он управляет командой с контракторами и обычными сотрудниками или только контракторами? Понимаешь, да? То есть, Окей, если, например, понимаю, твой да. менеджер менеджер только контракторов, вполне большая вероятность, что тебя как бы контракторов convert to full time, получается, да, не потому что время подошло, а потому что они как-то себя так зарекомендовали, Мгм. и как-то они так общались, может быть, с кем-то. То есть это все про нетворкинг, да, то есть с кем-то ты должен познакомиться, кто захочет тебя как бы проинтервьюировать на полную позицию. И я тогда уже понимала, что как бы мне интересна только позиция, где я могу общаться, как бы быть в одной команде на полную ставку, да, с сотрудниками. Да, да. Вот. И мне показалось тогда, что вот в Амазоне вот именно временные сотрудники, они как бы больше были вовлечены вот в процесс. То есть они ходят на одни и те же там ланчи, допустим, то есть они там как бы делают одну и ту же работу, вот, делают одну и ту Мгм, же мгм. работу, вот. То есть важно, чтобы если ты там, допустим, идешь как контрактор, чтобы ты делал ту же самую работу, что делают не контракторы. Тогда у тебя Я будет больше понимаю эту оснований. историю. Тогда ты можешь сказать, слушай, я уже вот эту работу делаю, почему там я контрактор, а ты не контрактор, допустим, да, то есть и, ну вот тогда, по крайней мере, там 5-6 лет назад, когда я делала вот это исследование, мне показалось, что в этом плане мне было бы удобнее пойти вот в Amazon. Класс, слушай, очень интересно. И действительно, вот этот момент насчет того, менеджер это менеджер команды контракторов или менеджер full-time сотрудников, в том числе, действительно очень важно, потому что, вот, допустим, мой муж работает в Samsung на контракте, и у них, в принципе, у них вся команда контрактная, и эта должность не предполагает full-time позиции, то есть у них Да, 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 да. именно так это И вот организовано. я часто знаю, что, допустим, там даже вот, допустим, если ты берешь там Network Development Engineer или что-нибудь, да, если это полный сотрудник, да, допустим, то они могут, например, делать какие-то вот ключевые решения, а если это контрактор, например, то они могут делать более такую, как support, да, то есть поддерживающую Мгм, функцию, вот, то есть им тогда мгм. сложно просто, ну, как бы немножко перевести на полный контракт, но это тоже возможно, то есть мне кажется, это все про вот networking. И понятно, что контрактами работают много людей, которые переехали, и людей, у которых был предыдущий опыт, то есть мне кажется, это как бы все вот именно doable. Вот. По поводу собеседования, я когда готовилась, у меня было где-то, по-моему, 4 дня прособеседоваться, и вот буквально там я получила разрешение на работу, и там, через месяц вот у меня было
собеседования уже. К сожалению, у меня не было такой обалденной волонтерской организации, вот, про которую ты рассказывала, Наташа. Это Как просто Upwardly Global? Да, вообще Upwardly Global, они чудесные, это потрясающе. Но правда. что мне помогло, и мне еще тогда, у меня не было никаких друзей, которые собеседовались недавно. То есть там мой муж к тому моменту давно Мгм. не собеседовался, там мои друзья тоже не собеседовались. Мне помогло, я пошла на Glassdoor, и там можно просто Мгм. забить там позицию, на которую ты собеседуешься. Я забила recruiting coordinator, выписала 93 вопроса, которые я там нашла. Ну, там просто люди Да, пишут там, точно, там есть типовые вопросы прям по профессиям, да? да, типовые вопросы по профессиям, но Класс. понятно, что там 80% это behavioral interview questions. Tell me about the time Мгм. when. Мгм. Я тогда не знала про Amazon Leadership Principles, по-моему, про Star Format, про вот это все. Но, в принципе, как бы я выписала 93 вопроса, примерно проклассифицировала, про что они. Я сейчас смотрела notes, и там, допустим, есть описание вакансии, и там написано «A person has to be biased for action». У меня notes написано «Bias for action» — это когда ты, допустим, не ждешь, а активно действуешь. То есть я даже не знала, что такое bias for action. Но и просто записала ответы на эти вопросы на star format. То есть там выписала там буквально 90, например, ну, сколько-то, то есть вот групповых там key questions, и написала к ним ответы на star format, в star format. Очень долго писала, ну, 4 дня мы где-то писали. Я писала целыми днями, потом приходил мой муж, все это раскритиковывал. Я очень сильно обижалась, потом мы это переписывали, потом я опять, ну, в общем-то, такая тяжелая работа. Потом я их выучила всех наизусть. Не потому, что как бы я не говорила по-английски, но все-таки это такой волнительный момент, то есть ты переживаешь, и я их просто выучила на всякий случай. Ну, вот так вот получилось подготовиться к собеседованию там за 4 дня. Ну, надо сказать, что это такая entry-level role. Понятно, что если там, допустим, эта позиция была senior, то мне, наверное, нужно было намного больше историй. Но это я к тому, что, в принципе, это все доступно, это вот на Glassdoor. Можно зайти, читать, и там люди делятся типовыми вопросами, которые они столкнулись там на собеседовании на эту позицию. Слушай, класс. Не, ну Glassdoor мы по-любому оставим, эту ссылку на типовые Мгм. вопросы, но про 93 вопроса просто феноменально за 4 дня. Я довольно часто разговариваю с людьми, которые, допустим, новые иммигранты, ищут работу и так далее. И когда я говорю, что в Амазоне, ну вот, Мгм. Leadership Principles, у нас 16 принципов, там 2 из них на менеджерские позиции, 14 получается, а на любую позицию. Вот, ну и желательно иметь там по 2, по 3 ответа на каждый вопрос, то есть, ну, в смысле, на каждый принцип, то есть это там 42 в идеале примера, у людей глаза на лоб лезут, то есть, ну, как бы, когда я им говорю Мгм. там 30-40 примеров, это столько, сколько вам нужно, по идее, иметь, чтобы пройти вот это вот луп-интервью, панельное интервью, да, ну, люди месяцами к этому готовятся. То, что ты умудрилась ответить за 93 вопроса за 4 дня, еще и выучить это наизусть, прям вау. Но А, там, знаешь, как было? Там было не 93, то есть я выписала 93, но я их проклассифицировала на группы, то есть как бы, ну они ну, много то есть эти подобных было, да? похожие, да-да-да, то есть как бы там, наверное, Мгм. тоже было где-то 20, может быть. Вот, потом, на самом деле, я вот сейчас не знаю, то есть мне кажется, это зависит вот от разных команд и так далее. Я всегда рекомендую кандидатам, ну, по крайней мере, когда я была там кампус-рекрутер, и что мне помогает, когда я собеседовалась внутри Амазона, и понятно, что я собеседовалась на более там, допустим, entry-level позиции, чем я сейчас нанимаю, Мгм. допустим, я всегда рекомендую кандидатам подумать про 8, например, самых лучших историй, которыми они хотят поделиться Мгм. с интервьюером, прописать их в star format и посмотреть, какие лидерские принципы эти истории демонстрируют. Мгм. Не придумывать историю на каждый leadership principle, а наоборот, то есть подумать вот прям про 8-10 самых-самых вот лучших историй про их карьеру, которые они хотят рассказать. И если это на самом деле хорошая история, то она, скорее всего, демонстрирует уже там 2-3 лидерских принципа. И мне кажется, это немножко less overwhelming, чем вот наоборот, когда там писать, ну вот по истории на каждой, ну это просто очень много. То есть и как бы ты вот, ну выжимаешь, то есть, а на самом деле многие истории, которые у нас уже есть, в них уже есть какие-то там, ну если это Amazon Leadership Principles, ну если это другая компания, там, допустим, ну как бы все вот эти топ tech companies, как бы они интервьюируют вот с этими behavioral interview questions, и в любом случае придется подумать про свои там 8-10 лучших историй и выписать их в star формат. Неважно, куда ты собеседуешься. Мгм. Не, это однозначно, да, что одна хорошая история может подходить на несколько лидерских принципов. Это классный совет. Единственное, мне кажется, что может не хватить 8, да, допустим, если у Да, тебя я там сейчас смотрю 5-6 по своим интервью. кандидатам, да-да-да, может не хватить, то есть надо побольше историй.
Класс. А расскажи еще поподробнее про нетворкинг. Ты сказала, что ходила вот на эти курсы, на которые ходят люди, которые получают бенефиты, да, по безработице. То есть часть нетворкинга ты проводила там. Ну, во-первых, чему вас учили на этих курсах? В Насколько основном это было полезно? не сильно полезно, но мне вот именно для меня было больше всего полезно это breaking the ice, то есть как бы, ну, как бы акклиматизироваться, да, то есть вот Мгм. к этой вот, там у меня было очень много anxiety вот по поводу того, что там я сижу дома, моя жизнь проходит мимо, я не работаю, то есть вот как-то вот такое. Многие мне говорили, там, ты расслабься, что-то у тебя, когда будет еще в жизни время, когда ты можешь 8 месяцев не работать, то есть, ну вот, мне кажется, легче не работать. Вот когда у меня был декрет сейчас, например, я не работала, но знала, что я вернусь на работу, мне намного проще было так отдыхать, знаешь, чем Мгм. просто вот. Но там на WorkChat, на WorkSource Seattle, наверное, самый такой большой нетворкинг был в том, что, ну, вот практиковаться там, помогали составлять резюме, практиковать, может быть, какие-то ответы на вопросы. Очень было там много Подожди, work или Нет, work... вот именно WorkSource, он назывался WorkSource. Мгм, мгм. Ам, Там они предоставляют mock-интервьюс тоже, да, то есть если нужно потренироваться с тестовыми ответами на вопросы. Вот. Но еще я там, получается, попросилась волонтерить в Goodwill. Goodwill — это non-profit, получается, некоммерческая организация, да, которая продает вещи, которые were donated, да, и люди, которые Мгм. даны на благотворительность. И люди, которые там работают, они часто проходят какой-то тренинг от Goodwill. У них есть свой job training center, то есть центр, в котором они тренируют сотрудников. И вот там я волонтерила, получается, тоже помогала там сотрудникам. И у них там есть разные, есть какие-то специализированные классы, есть классы, допустим, они помогают к подготовке к экзамену на гражданство non-native Мгм. speakers. Это, кстати, pretty impressive. То есть очень много людей, которые работают, не говорят хорошо по-английски, и их прямо тренируют сдавать эти экзамены. Вот просто классы по английскому были. Очень классная организация, на самом деле. То есть приходят люди, и они прямо так очень хорошо assess, то есть они могут оценить, например, там, подвергается человек какому-то насилию, например, да, то есть или вообще там имеют ли М. они, как бы, безопасности ли они, да, например, там, ну, то есть, ну, просто классная организация, то есть они помогают там, как им можно добраться до работы. Вот там я немножко поволонтерила, получается, пока, ну, вот пока не нашла работу в Амазоне. А внутри Амазона уже, когда я была вот именно человеком, который назначал собеседование, да, вот этот recruiting coordinator, я, получается, назначала собеседование для рекрутинговых команд и для нанимающих менеджеров, то есть там довольно много общалась тоже с рекрутерами, и там у меня была возможность просто как бы рассказать другим рекрутерам про свой предыдущий опыт и также попросить, чтобы они меня научили. То есть очень довольно быстро там я нашла друзей из рекрутеров, которым же я помогала, то есть если там я им хорошо назначаю собеседование, допустим, там, и им приятно со мной общаться, почему бы им меня не научить тому, что они делают. То есть это довольно такой, как бы, ну, довольно механическое. То есть азы рекрутинга у меня были, то есть мне оставалось там выучить профили, да, потому что я переходила из нефтегазов в IT, уметь пользоваться какими-то внутренними системами, то есть, да, узнать какие-то best Мгм. practices о том, как бы, как они могут эффективно работать. Вот. И получается, что как-то я вот так общалась. Был такой интересный момент, как бы я была очень откровенна со своим менеджером о том, что я хотела перейти в рекрутмент. И это, кстати, вот в больших компаниях всегда очень поощряется. То есть it's okay if you want to do a different job. Да, то есть как бы it's okay, Мгм. если ты хочешь какую-то другую работу делать. И я просто писала вот на каждую позицию рекрутера, которая была открыта, по-моему, я писала нанимающим менеджерам и назначала им там, по-моему, 1 на 1 или что-то. Еще там была какая-то такая программа, чтобы сделать из рекрутинговых координаторов рекрутеров. Мгм. Я в нее не попала почему-то, потому что мой менеджер мне об этом не сказал. Я тогда, помню, очень расстроилась и подала на одну из позиций. Подожди, обучение? Это какое-то обучение Да, да, внутри да, да, да. То компании, есть да? они прямо как бы ищут, получается, рекрутинговые координаторы, по-моему, 20 часов в неделю из 40 ищут кандидатов, по сути. То есть, и потом, как бы, Мгм. возможно, у них там есть возможность вот этот опыт получить. Но на самом деле не обязательно делать какие-то такие программы. Очень много менторов, как бы у меня было всегда в Амазоне, которые просто, ну, чисто от чистого сердца готовы там мне пожертвовать там час своего времени в неделю, чтобы показать, что они делают. И у меня было там, наверное, 4-5 менторов. Соответственно, у каждого я там тут и там брала по 30-60 минут их времени, чтобы, знаешь, как бы, ну, это не как Мгм. одного человека просить все, допустим, время. Потом, когда ты работаешь внутри компании, очень много тренингов, которые ты можешь взять. И, соответственно, как бы уже есть возможность, в общем-то, можно вообще подойти к рекрутеру и сказать, давайте я буду искать кандидатов,
а потом у Мгм. тебя будет дейта, да, то есть, что я нашел там экс-кандидатов, например, там, как рекрутер, мне осталось только им стать, то есть, как бы вот очень легко, когда ты уже внутри компании вот это все делать, и получается, я просто написала одному из рекрутинговых нанимающих менеджеров, у меня был такой спредшит, все, кому я писала, кому я написала, кому я выслала follow-up, то есть попытка номер 2, номер 3, и какой результат был, вот. И в результате, в общем-то, я вот так вот перешла на позицию рекрутера, как я и хотела, наверное, где-то в течение 8-9 месяцев. Класс. Слушай, у тебя такой очень крутой структурированный подход к этому всему. Был, да, Прям, но это прям у здорово. меня была цель, видишь, у меня была Мгм. конкретная цель, то есть, и как бы на самом деле мне еще повезло, что мне нравилось то, чем я занималась, вот именно рекрутмент мне очень нравился, и как бы я видела вот этот пас, то есть вот этот вот, ну, мне кажется, вот это количество там домашней работы, которую я сделала еще пока была в России, например, там, идентифицировала компании, да, куда можно пойти. Понятно, если бы у меня были знакомые, то это вообще на самом деле сейчас там, если бы кто-то приехал, я им все это рассказала, это как бы very basic, то есть это все вот very straightforward. Вот, тогда мне было непонятно, но, может, это как-то интуитивно я двигалась. Вот, ну, было вот такой еще интересный момент, что всего у меня было 2 собеседования, то есть у меня было много информационных позиций. В моей Мгм. команде, которую я поддерживала как рекрутинговый координатор, они говорили, мы тебя нанимем, но у нас пока нет позиций. Мгм. И поэтому я начала искать в других командах. У меня было собеседование, и я его не прошла. Я решила, что это классный подход, который у меня был. Я вызубрила все истории, написала еще больше историй, и я его не прошла. И у меня была такая обратная связь, мне дали, что I dove too deep, то есть как бы слишком глубоко копаю, получается. Dive deep, вот знаешь, Amazon Leadership Principle, dive deep, Да, I да. dove too deep. То есть sometimes there are situations, иногда нужно быть biased for action. Вот. Я В помню, что... смысле, что ты слишком много времени тратишь на подбор информации, Да, 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 да. Ну, то есть вот перед тем, такой как вот был. что-то сделать. И я тогда прям Интересно. очень расстроилась тогда сильно. Вот. Но и изменила подход к собеседованию. То есть вместо того, чтобы писать все, я поняла, что как бы, наверное, экспертиза меня и моего мужа тут заканчивается. Нужно просить помощи. И я нашла где-то несколько менторов, которые мне помогали переписывать мои сторис, переписывать мои Мгм. примеры. Мой менеджер, наверное, где-то 4 недели со мной раз в неделю связывался и переписывал со мной мои истории. И мой skip-level Вау. менеджер переписывали со мной истории. То есть мне тогда очень повезло, так как они были мои менеджеры, мой skip-level, и у них был опыт собеседования, у меня не было. Они как бы, ну, как бы вот как человек, который видит другим взглядом, мне помогали как бы вот такую суть выжимать, да, например. Еще у меня было много коллег, вот рекрутеров, которых я поддерживала, они делали со мной мок-интервью тоже, то есть вот очень полезно было. И, в общем-то, я потом пришла на новое собеседование через 3 месяца, и я поняла, что, ну, может быть, это часть моего характера, да, Deep. Это на самом деле так. Может быть, я не подошла той команде, но еще возможно, что я не описала, может быть, situation good enough. Вот этот star format, вот я всегда теперь Мгм. кандидатам даю вот этот пример, что в чем разница-то dive deep и bias fraction? Они же противоречат друг другу, эти принципы. Мгм. Вот, разница в situation. То есть нужно дать достаточно вот Мгм. информации, почему, чтобы объяснить, почему ты был bias fraction или да, go deep. Как бы, и мы, наверное, сейчас с тобой таким сленгом разговариваем, да, но это вот comes back to, то есть как бы обратно к амазоновским лидерским принципам, да, то есть вот в этой вот situation, это вот вся суть-то и хранится, да, чтобы ты не создавал впечатление человека, который постоянно dive deep или постоянно bias fraction, да, то есть Мгм. зависит от ситуации, на самом деле. Иногда там ситуации, когда нам нужно работать быстро и быстро среагировать, а иногда бывают ситуации, когда нам нужно там остановиться, подумать, да, как бы найти больше деталей, да, например, или найти вот root cause of a problem, то есть. Не, очень интересно ты рассказываешь, и да, мне кажется, что это все сводится к какой-то адаптивности и к поиску максимально применимого подхода к каждой конкретной ситуации, да, и вот как ты говоришь, чтобы рассказывать больше situation в том плане, что обосновать, почему Да, да, да. так или иначе ты поступала в этом случае. И вот этот вот твой опыт, на самом деле, мне очень тоже очень сильно откликается с точки зрения моей собственной истории в Мне Амазоне. тоже очень твоя история откликнулась. Ну да, потому что
вот как ты говоришь, что внутри компании, когда ты была, ты уже с кем-то работала, ты уже с ними коннектилась, ты могла найти себе менторов. Ну, то, что с тобой, конечно, менеджеры, скеп-левел менеджер переписывали примеры, это прям вообще вау. Мне в голову не пришло спросить, но спасибо, что поделилась, это очень Мгм. круто. Вот, но сам факт тоже, например, пришла в Amazon на позицию, на которую я не хотела приходить. То есть я пришла туда в финансы, у меня был основной мой опыт был в финансах, и поэтому мне дали синьор-позицию сразу. Вот, но на самом деле я хотела быть аналитиком данных. По крайней мере, я понимала, что я точно не получу на аналитика данных синьор-позицию, точно не в Amazon, и я подумала, окей, я могу прийти туда, поработать и уйти в другую команду через какое-то время внутри компании. И это действительно работает. И вот как ты говоришь, что ты не боялась менеджеру говорить, что ты не хочешь быть всю жизнь координатором, ты хочешь куда-то дальше двигаться. Я на самом деле еще на интервью это сказала своему собственному менеджеру. Да, это был такой рисковый шаг, потому Ага. что я на самом деле шла на интервью, с одной стороны думала, блин, это же Amazon, с другой стороны я думала, я вообще не хочу больше ни дня работать в Мгм. финансах. И я помню, что я пришла на интервью, прям на интервью менеджеру сказала, что на самом деле я ищу работу аналитика данных, это то, что меня драйвит, это то, чем я последние 2 года занималась в финансах, и как бы я понимаю, что на самом деле в финансах очень мало автоматизации, это то, что мне Мгм. интересно было бы делать, если я все еще оказалась бы в финансах. Вот, и он мне сказал, типа, круто, у нас как раз нету data person в команде, и типа, я сделаю все, чтобы тебя не было никакого FP&A, ничего связанного с финансами, вот прям с Ага. такими корпоративными ты не делала. И я помню, что меня это на самом деле тоже вот как момент, когда типа кандидат выбирает команду, в том числе на интервью, не только команда выбирает кандидата, я подумала, типа, с этим человеком я смогу работать. Он, ну, прям явно слушает, что я хочу, да, как-то, ну, может... Ну, и плюс у них есть позиция, которая вроде как может быть под меня адаптирована. Вот, Мне кажется, еще очень да. классно легло на то, что как бы это все-таки Amazon, и я подозреваю, что им в финансах и везде, но очень нужен человек, который может там think big и вот стараться вот автоматизировать какие-то процессы. Мгм. Вот, и это такое прямо, мне кажется, им, наверное, тоже самим было тогда найти финансового аналитика, который любит заниматься автоматизацией, это прямо такой вау. Не, ну это, кстати, правда. Я приехала сюда, знаешь, я до этого работала с британскими хедж-фондами в Литве, и мы только начинали, вот последние 2 года я занималась тем, что мы начинали автоматизировать то, что до этого было в Excel, но как бы мы видели, Мгм. что вот туда движется вся отрасль постепенно. В корпоративных финансах я никогда не работала, я приехала сюда, ну это же Америка, здесь все должно быть уже давно автоматизировано и так далее. Вообще, я была в шоке от того, Мгм. Я тоже была в насколько шоке. нет, Да-да-да. вообще ноль. Вот, и поэтому, да, это было, ну, насколько я потом работала со своими коллегами, это было действительно очень необычно, когда человек в финансах хочет что-то автоматизировать. Да, поэтому Вот. мне кажется, ты просто была для них клад. Ну да, это было забавно. Но при этом, да, я вот точно так же, как бы я с самого начала говорила, что я хочу уйти, я здесь как бы Мгм. ненадолго, я хочу развиваться дальше и уходить в аналитику данных. И здесь, знаешь, потом я еще прошла сама менеджерские курсы в Амазоне и поняла, что менеджеров в Амазоне на самом деле учат, что менеджер должен думать не только о благе своей команды, а о благе всей компании. И если Мгм. менеджер думает о благе всей компании, то он не должен удерживать кандидата на месте, если человек хочет куда-то в другое место развиваться, потому что, типа, люди максимально эффективны, когда они делают то, что им нравится, и когда они на месте, на котором они хотят быть. Ну вот. Да, мне кажется, Ну, это абсолютно точно, да. И я вот сейчас даже с тобой разговаривала. Конечно, бывают разные менеджеры, но вот мне кажется, все, вот сколько у меня было менеджеров предыдущих, я думаю, кроме там одного, я думаю, все бы мне помогли получить работу, которую я хочу. И даже когда я была менеджером, ко мне мои сотрудники приходили и говорили, я вот хочу податься на эту позицию, я могла им там говорить, ну, подожди, давай тебя сейчас повысим, а потом ты подашься на эту позицию, потому что тебе как бы намного будет, ну, проще сначала там получить повышение на этой должности, а потом перейти, ну, как бы человек хочет уйти, да, то есть, ну, это как-то, вот, мне кажется, такой мир, да, получается, и потом ты, скорее всего, возможно, будешь дольше работать с этим человеком, может, в какой-то другой функции, то есть потом все равно все мгм. эти пути пересекутся в результате. Очень, очень классно. И, кстати, вот это, насколько я понимаю, очень такая распространенная тоже практика в Амазоне, когда человек получает повышение на своем месте и довольно быстро уходит куда-то в новое место дальше развиваться. Вот, я один из них, получается,
Ну, мне кажется, просто когда человек уже повышает повышение, то он, наверное, уже делает эту должность. То есть обычно, мне Мгм. кажется, это не только в Амазоне, это и там в других больших компаниях. То есть часто в Америке люди получают повышение за то, что они уже делают эту работу. Да, ну, собственно, в промоушен документе это и пишется, как ты сделал там один или несколько проектов уже на новой должности, и за счет этого повышают человека. Да, да. Я когда перешла в новую, вот, ну, когда стала рекрутером, получается, вот, наверное, где-то через год-полтора я начала со своим менеджером как раз разговаривать про повышение, и получилось так, что я свой первый документ сама писала. Второй тоже хотела сама написать, но мой менеджер просто благосклонна была ко мне. Ну, то есть, и даже когда я своих сотрудников повышала, тоже как бы они сами писали свой документ. Мне кажется, это такая хорошая практика, сделать такой ревью как бы того, что ты делал. Ну и просто когда ты можешь написать документ о том, что ты уже это делаешь, да, то есть уже вот на этом уровне следующем, даже если там твой менеджер может быть не сильно там онборд, вот у меня первый менеджер был не очень-то фанат того, чтобы фанатка, чтобы меня повысить, когда она уже видит этот документ, как бы, ну, действительно, как бы, ну, отпадают вопросы часто. Класс. А расскажи немножко о том, кого ты нанимала в Амазоне. Ты работала со студентами много, да? Да, да, то есть последние наверное, 4,5 года я провела в студенческой команде для Amazon Web Services. То есть это вот именно студенческая команда, которая нанимала только для Amazon Web Services. Ну, очень классный был опыт. То есть команда была создана там буквально с нуля, когда я пришла. Там я была, наверное, какой-то там 13-30, может, сотрудник. И потом эта организация выросла там до 200 человек буквально. То есть, ну, прям сильно. Вот, ну, такой, как бы, классно, что быть в команде, в которой ты можешь сам выстроить какие-то процессы, то есть придумать, да, как-то там искать кандидатов. Но в основном я занималась поиском именно наймом стажеров и выпускников вузов, и еще в какой-то Мгм. момент там кандидатов на начальные должности. То есть, может быть, у них там 1-2 года опыта работы, на такие как entry-level roles. Вот. Ну, в основном, то есть это junior, то есть студенты после 3-го курса, которые ищут стажировку. Вот, они проходят стажировку, и если стажировка прошла хорошо, то они получают обычно оффер уже после вот 3-го курса на выпускной. То есть они уже, получается, идут на 4-й курс с оффером. То есть они проходят успешно internship, и за счет этого их без интервью берут в Амазон сразу, Да-да-да. да? Мгм. Мгм. Вот, то есть они, получается, где-то в начале 3-го курса начинают подаваться, интервьюироваться, а потом летом у них обычно стажировка где-то 12 недель, и вот в конце стажировки они обычно понимают, там, хорошо они прошли стажировку или плохо прошли стажировку. Но цель в основном, как бы, Амазона, понятно, что они хорошо прошли стажировку, то есть это основная цель стажировки, да, то есть поэтому мы собеседуем на стажировку. Вот, но это на самом деле очень классная программа, потому что Amazon очень сильно растет, соответственно, да, то есть и вообще вот эти, ну, стажеры, да, то есть вообще в целом, то есть люди, которые выросли там внутри компании, прям очень часто они более адаптивные, то есть более замотивированные, то есть они прямо остаются долго в компании, строят успешную карьеру. Вот, ну и для студентов классно, что, во-первых, это оплачиваемая стажировка, то есть в основном Мгм. большинство вот так, конечно, оплачиваемые стажировки, и как бы они уже могут на 4-й курс идти с работой, получается, знать, что у них будет работа, когда они выпустятся. Вот, я нанимала ну, почти на все, за 5 лет, на самом деле, я почти на все позиции нанимала, то есть сначала я сама нанимала, там, искала кандидатов, там, на всякие позиции, как Solutions Architect, Professional Services, понятно, SDE, продуктовых менеджеров я тоже нанимала, я знала, что у тебя там вопрос был про эти позиции. Последние 2 года я в основном занималась наймом именно продуктовых менеджеров, то есть это PMT, именно в IT. И в AWS был такой еще job family, называлась PMT-ES. То есть это PMT, но еще более технический PMT, чем просто PMT. Получается, то есть М. это за счет того, что в основном все PMT, которые работают, допустим, там большинство, которые работают в Амазоне, они работают с внутренними командами, а PMTES, Мгм. они работают с внешними клиентами, то есть с клиентами, которые пользуются услугами Amazon Web Services. Окей. Вот. И, получается, они общаются там с CTO, Chief Engineers, там, допустим, там CEOs компаний, и, соответственно, если что-то плохое с продуктом происходит, ну, веб-сайт is down, то есть как бы, ну, просто вот масштаб бедствия, он Мгм. намного более высокий. Получается, они как будто CEO of a product, да, то есть в Amazon Web Services есть Окей. очень много продуктов, там больше там 300 сервисов, и они там CEO of там certain services.
понятно, там такие большие бизнесы, как, допустим, EC2, да, то есть это там ключевой продукт Amazon Web Services, у них очень много продуктовых менеджеров. Вот. И Мгм. я нанимала выпускников MBA, получается, Master's Degree и MBA, чтобы попасть, то есть и в чем плюс, и почему классно это, допустим, для иммигрантов или career changers, да, допустим, что если у тебя есть больше 3 лет опыта работы, допустим, 3-10, не знаю, Мгм. и ты, получается, или, допустим, если человек работал там в IT, допустим, as a software developer, да, допустим, или наоборот не в IT, да, то есть они могут пойти вот на этот master's degree или MBA и, получается, change their career, да, то есть become a product Мгм. manager technical. Ну, допустим, для примера, там, я нанимала студентов 3-7 лет опыта работы, а чтобы прийти в Amazon как senior product manager technical или senior product manager technical external services, у кандидатов часто там 10-20 лет опыта работы, то есть это прям, Вау. то есть это очень high bar, очень сложно найти. И как бы для Амазона тоже это очень сложно найти таких кандидатов, как бы их ищут очень долго, вот, то есть получается есть такая вот возможность, да, то есть pivot your career, допустим, да, то есть и enter a new job family. Окей, я поняла. То есть я как раз когда ты говорила, что нанимала студентов на PMT, я хотела спросить, да, мастерс или нет, потому что мне иногда пишут местные студенты-бакалавры, которые спрашивают, как нам попасть в продукт. И если честно, мне кажется, с бакалавра, ну, это практически Непросто. невозможно сделать, да, потому что там нету джуниор роли. То есть, по идее, люди сначала поучились на бакалавра, потом они где-то поработали на какой-то другой, скорее всего, профессии, Да, 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 да. потом получили MBA и потом пошли в продукт менеджер. Да, то есть они там работают, допустим, девелоперами или там могут быть иногда solution architect, могли, например, быть какими-то program или project managers, да, допустим, там. Но я бы сказала, вот ключевое, вообще я не рекомендую идти на master's degree сразу после bachelor's. То есть как бы не сильно там много. Если ты не идешь там в applied science, да, допустим, какие-то такие профессии, где там без master's вообще никак. Вот master's Там PhD имеет. часто требуют даже, Да, 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 да. не только Ну, мастерс. есть такие, допустим, entry level, можно из masters, но да, мне кажется, вот на такие позиции как бы нужно получить какого-то опыта, как минимум 3 года. То есть вот если у кандидата нет 3 года вот именно опыта там после выпуска и до начала магистратуры, я даже, ну, то есть какие бы они классные не были, то есть это basic qualification, то есть мы не можем рассматривать таких Мгм. кандидатов не на одну позицию. И, ну, как бы я смотрю позиции по другим компаниям, то же самое. То есть, как бы почти все компании требуют вот этот индустриальный опыт. То есть, это именно вот как бы возможность компании capitalize, да, вот on your previous experience, да, то есть expertise. И мне кажется, ну, почему нету продуктовых менеджеров там entry-level roles, ну, потому что это как бы вот impact, да, то есть влияние, да, то есть и вот как бы такой вот knowledge, да, о рынке, о технологиях, которые им нужно иметь. Ну и часто кандидаты с Masters, они как бы проходят, но MBA немножко лучше в плане того, что вот если ты хочешь быть CEO of your product, как бы в этом плане MBA degree немножко дает больше знаний там про прайсинг, допустим, про там go-to-market strategies, да, допустим, Мгм. про какие-то такие вот именно вот MBA key skills, которые вот помогут потом успешно применить их в работе. Окей, я поняла. Спасибо большое, что так подробно рассказала. Мгм. Действительно, ну, намного понятнее теперь, в чем тут дело. Но и эти люди, как бы, насколько я понимаю, у них уже проблем нету с прохождением интервью, потому что они уже где-то поработали, у них уже есть примеры, которые они могут рассказать, у них есть опыт. Ну, очень наоборот, очень сложно. То есть это прямо, А, да? ну, то есть ты как бы с 3-5 годами работы пытаешься там прыгнуть на позицию выше Окей, твоей да. головы, да, то есть, ну, это прямо вот такие как self-starters, то есть вот как бы вот такие ключевые навыки, да, self-starters, мне кажется, это вообще key skill в Амазоне и в больших компаниях, resourcefulness, да. В целом я бы сказала, что попасть, конечно, на MBA стажировку намного сложнее, чем попасть просто на стажировку, то есть как бы просто М, там out of college на стажировку, чтобы попасть, ну, допустим, если это software development engineer, да, допустим, просто нужно, чтобы ты какими-то проектами играл, допустим, да, то есть применял свои навыки, которые ты выучил там в университете, там каких-то extracurricular activities, может быть. На software developer, наверное, может и не надо. Если ты просто хорошо кодишь, ты, скорее всего, мгм. пройдешь, да. Вот, на какие-то другие, может быть, стажировки там
solution architect, да, допустим, маркетинг, там, it's nice to have some type of extracurricular skill, как бы projects outside of your, не просто ходить в университет, да, то есть, а иметь какие-то проекты, может быть, взаимодействовать с какими-то организациями, да, то есть возможность именно network, build your skills outside of, как бы, school просто. А вот на MBA, ну, там, конечно, это просто сложнее позиция, да, то есть сложнее, выше уровнем, то есть, но все равно проще, наверное, попасть через MBA, чем не через MBA, как бы. Окей. Ну и да, ты говоришь, что вот этим вот молодым людям нужно много чего-то делать вне школы, да, чтобы, соответственно, у них было что рассказать, дополнительных каких-то навыков, в Ну, смысле, дополнительных каких-то проектов. да, ну, вообще, мне кажется, в Америке немножко отличается обучение вот от там обучения там в России, которое у меня было. То есть я вообще вот прям ботан была, то есть я только постоянно училась, вообще не знаю, как я работу получила. Но в целом, как бы, здесь студенты, как бы, они, ну, постоянно в движении, они там на втором курсе уже начинают писать свое резюме, пытаться куда-то податься. На третьем курсе, ну, я бы прям сказала, что им обязательно нужно найти стажировку. То есть это прямо Мгм. важно. То есть я после третьего курса нигде не стажировалась в России. Некоторые после второго курса пытаются найти стажировку. То есть вот у меня там племянница сейчас, она после второго курса нашла стажировку. То есть и при этом там она, ну, там, учится по обмену, еще где-то подрабатывает. Ну, то есть вообще как бы как-то, мне кажется, вот много фокуса именно на... И в школах же тоже здесь, то есть в отличие от наших школ, то есть много фокуса вот именно на какие-то другие, ну, проекты, например. Ну, то есть это comes, Мгм. то, допустим, если ты хочешь стажировку в Amazon Web Services, попробуй поиграться с Amazon Web Services. Зайди на сайт Amazon Web Services. Есть очень много ресурсов, которые бесплатно тебе дадут поиграться вот с этими сервисами, да, то есть Cloud Services не всегда часть программы студентов в вузах. Мгм. То есть Мгм. это вот, то есть не обязательно там построить корпорацию, но вот просто пойти и узнать про что-то, да, допустим, про Cloud Services, например, да, то есть про разные позиции, то есть мы очень много постоянно бесконечно ходили на всякие карьерные ярмарки, постоянно делали онлайн-мероприятия, трансляции для студентов, постоянно рассказывали про то, как выглядит один день в жизни там PMT, один день в жизни Solution Мгм. Architect, один день в жизни Software Developer. Можно послушать, что делают эти люди в компании, да, то есть понять вообще, в чем заключается работа. И вот как бы, что мне тогда было интересно, вот бы мне кто-нибудь рассказал, а то, как бы, когда я училась в университете, чем они занимаются. То есть, как бы, вот есть реально у студентов возможность узнать, как бы, чем вот конкретная позиция занимается. И, допустим, если ты учишься на computer science, не обязательно идти в SDE. То есть, как бы, есть студенты, которые учатся на computer science, но они не хотят кодить. Там, ну, то есть, Мгм. или это не их passion, да, то есть они пошли, потому что it's a good fundamental education. А может быть, они very social, or very social interactive, or very, как бы, очень любят разные технологии, но не хотят просто вот сидеть и писать код целыми днями, да, то есть есть разные вакансии, допустим, solution architect, professional services consultants, то есть я когда, допустим, нанимала на эти позиции, студенты даже не знали, что это вообще за работа такая. Да, то есть, как бы, ну, есть такая возможность, как бы, вот у них, мне кажется, изучить, понять разные функции. И на самом деле это тоже, вот, кстати, про cloud jobs, это классная тоже career transition. То есть если кто-то, например, занимался в tech или около tech в своей стране и потом переезжает сюда, можно получить, допустим, какие-нибудь cloud certifications или просто learn about cloud. И у Amazon Web Services, например, есть такая программа TechU. И был такой период раньше, когда они не требовали никакой degree, и можно было пойти, например, в bootcamp и попасть в эту программу. Сейчас, по-моему, они уже требуют там хотя бы associate's degree, но даже associate's М. degree, то есть и попасть в эту программу, и там они учат студентов примерно год вот этим всяким cloud services, чтобы они стали solution architect. То есть Amazon сам учит людей, чтобы потом их нанять Да-да-да, и платят им при этом кем? зарплату. То есть они их нанимают, платят Класс. им при этом зарплату. Ну, то есть, да, прям классная программа, она называется TechU. Окей, обязательно тоже Да, я тебе добавим. вышлю ссылочку. Слушай, очень здорово, потому что я тоже сейчас слушаю, я помню, что вот сама я тоже училась, я тоже в Мгм. Москве заканчивала вуз, я заканчивала МИФИ, и у нас какое-то было ощущение, вот после института ты выходишь и вообще не понимаешь, ты либо работаешь по специальности, а если ты не хочешь работать по своей специальности, ты как-то вообще какой-то потерявшийся Ага, в а ты на мире, то кого есть училась? ой, я училась на международных Мгм. отношениях. У нас были но это МИФИ, это технический вуз. Мгм. Я знаю То есть из Никитскую нас поняла.
Да, из нас готовили людей, которые будут ездить и какие-нибудь, я не знаю, росатомовские продукты продавать куда-то, то есть типа атомная энергетика, допустим, такие нанотехнологии и так Мгм. далее. Но я, наверное, где-то на курсе на втором поняла, что я вообще пришла не туда, Ну, потому потому что что, первые 2 года это как бы общие курсы, а ну потом да. начинается, я помню, что я тоже из Нидерландов приехала, и такая думаю: "Это что вообще?" То есть как бы, потому что начались специальные курсы. Я когда в Солнце училась получается, я училась на физико-математическом классе. Мне это очень нравилось. Мгм. Но я никак не могла понять, что такое машиностроение. Но у меня никто не работал в машиностроении. У меня был вот один знакомый, который работал в нефтегазовой сфере. И вроде бы у него все было хорошо. Я говорила: "Я хочу работать в нефтегазовой сфере". Понятно, что это сейчас звучит очень так смешно, потому что намного больше ресурсов, да, где можно узнать про это. Мгм. Но на самом деле, мне кажется, вот, ну, довольно сложно студенту понять, вот как вот эта специальность там теплоэнергостанции. Что это вообще, что это такое? Ну, как бы, то есть, как бы, мне кажется, иногда сложно понять там, что вот что из этой специальности выйдет в конце концов, там, ядерная физика, ну, как бы, и куда можно после этого пойти, да, то есть, и если это не по специальности, то куда и как, то есть, как бы, мне кажется, классно, что вот, ну, сейчас именно компании делают много таких мероприятий, где можно про это узнать, не вузы даже, а вот именно компании или вузы как бы работают с компаниями. То есть, допустим, если у нас какое-то мероприятие, мы это высылаем всем вузам, и как бы студенты как бы узнают об этом от своих там, научных руководителей и так далее. И приходят на эти мероприятия и могут как бы, ну, спросить вопросы, которые их интересуют, как бы подготовиться к собеседованию. Слушай, да, да, класс. И вот то, что они рассказывают про разные возможные специальности, и вот как ты говоришь, один день из жизни там того-то, того-то человека, ну, на такой-то должности. Да, то есть как бы мне кажется, что вот я вообще не понимала, кто Ну вот на какой представляешь, вот должности это что звучит делает, так да. просто. Представляешь, если, например, каждая топ-компания в России ам, имела связь, допустим, даже с топ-университетами, да, допустим, Мгм. и вот проводила такие как бы онлайн встречи. То есть это буквально там, ну, 1-2 часа студентам там можно в метро даже послушать, вообще включить. И мне кажется, это как бы, ну, вот это профориентация называется, да, то есть можно узнать Мгм. про то, чем они будут заниматься. То есть, ну и вообще сама работа, конечно, очень rewarding, почему я так долго работала. В этой команде для Амазона там 5,5 лет, в одной команде это прям 4,5, там 5. Это очень Да, долго. много. Ам, ну, потому что это очень прямо, то есть многие эти студенты, то есть они уже там мои нанимающие менеджеры, да, то есть которым, то есть интервьюеры, то есть это так круто видеть, как они растут там, ну, из юных там, у меня был один, помню, стажер, 17 лет ему было, когда я его наняла, то есть как бы Вау. да-да-да, то есть associate's degree у него Подожди, это была, школьник? да, у него была associate's degree, то есть это был у меня единственный случай, когда человеку не было 18 лет, то есть там были какие-то сложные, ну, как бы вот видеть, как они растут, да, то есть через года очень классно. Слушай, офигенно. Ну да, они еще и быстро растут, когда это молодые Да-да-да, специалисты, намного быстрее, чем люди, которые поработали да, уже. это точно. Класс. Но ты недавно ушла, да? Ты недавно ушла в Project Kuiper. Да, я уходила в декрет, получается, и когда вернулась, ну, как-то стала думать по поводу того, что еще я могу попробовать, и я в Америке никогда не нанимала на такие сложные позиции. То есть я нанимала на сложные Мгм. позиции в России, но никогда не нанимала в Америке на сложные позиции. Вот, и мне хотелось как бы попробовать, это какая-то другая мышца. Когда ты нанимаешь студентов, это нам нужно больше, больше, больше. То есть это как очень такой high volume. Много студентов нанимаешь, вот, как бы, и там очень много такой, как бы, ты постоянно ездишь на какие-то конференции, там, назначаешь какие-то встречи, да, допустим, онлайн-встречи, трансляции, там, постоянно тренируешь там интервьюеров, потому что, ну, иногда сложно объяснить интервьюерам, там, что вообще спрашивать у университетского Мгм. студента, то есть, вот, и мне хотелось просто попробовать новое направление, и говорят про нетворкинг, просто знакомая моя хорошая, она меня позвала в свою команду. Вот получалось, что я сюда попала даже без собеседования. То есть как-то вот, ну, то есть мой предыдущий опыт работы, как бы, получается, послужил моим собеседованием. И вообще, мне кажется, в целом, вот любые предложения о работе, которые у меня были внутри Амазона до этого,
они все были из нетворкинга, то есть я никогда ни на какую позицию не подавалась, все, ну, всегда это был какой-то нетворкинг, то есть кто-то там знал меня, и, соответственно, или кто-то был моим ментором, или там я был, ну, то есть, и потом, когда у них открывалась позиция, они просто писали. Вот, Project Hyper такой очень другая сфера, они, кстати, сидят не в центре Сиэтла, они сидят в Белвью, в другом городе, в Редмонте. Вот, это компания Амазона, которая занимается предоставлением такого широкого, как интернета, получается, спутникового интернета, Мгм. как бы в тех местах мира, где нет интернета, потому что там, ну, даже вот от Сиэтла можно там час отъехать, и не будет О, интернета в да. горах, да, то есть вот и вообще даже в США где-то 50%, вот у такого же количества людей нет интернета, как у тех, у кого есть. То есть это звучит вообще прям даже в Безумие, США, да. да. Да, здесь действительно очень плохой интернет. Это удивительно, Да, да, но да. И факт. да, и получается, ну, у Амазона есть все ресурсы, то есть у них есть Amazon инфраструктура, Amazon Web Services, да, то есть у них есть Мгм. финансы, то есть у них как бы есть охват, да, то есть чтобы, ну, самим предоставлять такой интернет, и, в общем-то, Project Kuiper, они занимаются сейчас производством спутников. Эти спутники будут на низкой орбите, получается, то есть где-то 600 километров, 500-600, там, две линии, 500-600 километров от поверхности Земли вращаться, где-то 3200 спутников, и, соответственно, там будут reception points на поверхности Земли и customer terminals. Это терминалы, которые там либо на крыше у человека, который там купил этот терминал, либо это, если большие корпорации, это большие терминалы. В общем-то, и Amazon, ну, будет предоставлять интернет вот этот вот спутниковый всем, у кого его нет. Вот. Но чем меня заинтересовало, это, конечно, миссия, то есть возможность опять поучаствовать в команде, да, которая, то есть, хоть им там уже 4-5 лет, то есть поучаствовать в команде, которая как бы вот начинает что-то с нуля, да, то есть всегда, мне кажется, очень интересно и круто попробовать. Вот сама миссия как компании, да, предоставить интернет в местах, где его, ну, нет, потому что это, опять же, дети, у которых нет интернета, да, то есть, ну, вообще, что можно делать без интернета? Мгм. Вот, ну, и менеджер, то есть, как бы, мне кажется, в таких больших компаниях всегда you follow manager, то есть, у меня и предыдущий менеджер была очень Мгм. хорошая, и новая очень хорошая, и мне прям так сложно было решить, но я вот решила попробовать что-нибудь новенькое. Блин, супер. Я, кстати, знаешь, я в Амазоне тоже участвую в этих candidate chats. Это когда для Классно. кандидата... Да, да, я прям очень много, я их люблю намного больше, чем интервью, потому что ты приходишь, тебе никакого фидбэка не Мгм. нужно писать о человеке, ты просто поболтал и ушел. Вот. А программа вся в том, что, да, просто человек, кандидат, который прошел первичное интервью, может пообщаться с сотрудником Амазона без того, чтобы о нем будут предоставлять какой-то фидбэк, задать любые вопросы в течение получаса. Ну и вот последний год, наверное, какое-то безумное количество людей с Project Hyper как раз ко мне присылают какие-то, соответственно, rocket scientists, очень интересные люди. Но да, я прям вижу, что очень много Amazon нанимает в Project Hyper, и я недавно прочитала в новостях, что теперь, ну, как бы прогнозируют, что Starlink и Project Kuiper будут очень тесно конкурировать. То есть, как бы, ну, Starlink уже существует, Мгм. Project Kuiper только вот сейчас появляется, но, насколько я понимаю, на них индустрия очень большие сейчас надежды возлагает. А когда он появится, ты не знаешь? Но мне кажется, будут запускать уже спутники, получается, в 2025 году, то есть уже совсем-совсем скоро. О, класс! Да, и, ну, вообще должны, по-моему, все спутники быть до 26 года уже запущены, потому что там есть какой-то, получается, договор между Амазоном, соответственно, и космической там аэрокосмической организацией, что к определенному времени все спутники должны быть запущены, а половина спутников должны быть запущены, получается. Вот, и поэтому сейчас Amazon очень много нанимает, чтобы запустить эти спутники. Супер, супер exciting. Класс, спасибо большое за интервью. Я тебя напоследок хотела тебя спросить. Ты очень-очень много говорила про нетворкинг, вообще, в принципе, как вот формирование своей карьеры. И да, я помню, что ты в том числе сказала про то, как ты волонтерила в Goodwill, в том числе, и знакомилась с людьми там. Может быть, у тебя есть какие-то еще дополнительные несколько советов для людей, которые вот только-только приезжают сюда, в Америку? Ну, для студентов, наверное, нет. Для студентов они скорее нетворкинг свой делают в университете. А вот прям люди, которые здесь новенькие, у которых никого нету, что можно делать? Слушайте подкаст Наташи, ой, да, слушайте подкаст Наташи, то есть мне вот, ну, прям
я ни разу не слышала твой подкаст вот до этой встречи, но мне кажется, я начала слушать и прям все прослушала. Еще, мне кажется, Спасибо очень большое. интересно, очень все полезные советы, да. Ну, понятно, что там, если ты в Seattle area, то есть очень много, как бы действительно здесь большое русское комьюнити, да, и очень много людей, которые работают в тех или не в тех. Но вообще, мне кажется, просто быть открытым, ничего не бояться. Ну, самое худшее, что произойдет, ну, там, не откроется эта возможность, откроется какая-то другая. То есть просто говорить почаще «да» и задавать вопросы. То есть я помню, мой первый ментор у меня появилась, она была очень классная. Мы встречались там на день рождения с друзьями, ну, там какой-то менеджер из Амазона сидел, и он говорит, я говорю, я вот только начинаю в Амазоне там на следующей неделе. Он говорит, о, классно, а у меня есть знакомая, которая, наверное, была бы классным ментором. Ты ищешь ментора? И меня муж так под столом так. Я говорю, да, очень нужен ментор. И я вообще Вау. представления не имела, кто такой ментор, что я с ним буду делать. Потом мы с мужем сидели и писали, что вообще спросить у ментора. То есть, как бы, ну, просто быть открытым, да, то есть, и на самом деле она была одним из моих лучших менторов, вот. И сейчас, например, допустим, я в новой роли, получается, я уже давно не искала кандидатов, то есть последние там 2 года я делала больше, как бы, структуру, как искать кандидатов, куда идти, как общаться, а сейчас я прям ищу, и ну, я написала, наверное, вот сейчас у меня появилось там за последний месяц, наверное, 3-4 новых ментора. Я просто написала им, Вау. сказала, слушай, я вот ищу кандидатов и вижу, что всем написал ты. Можешь быть моим ментором? Или, допустим, там, я знаю, что ты уже очень давно этим занимаешься. Одному ментору написала, и я начала искать свои записи. И я говорю, слушай, мы с тобой общались 5 лет назад, и ты мне дал такие классные советы 5 лет назад. Я даже его не помню. То есть я просто знаю, у меня просто есть записи советов, которые он мне дал, и на самом деле были очень полезные советы. Я говорю, а можешь мне как бы снова помочь? И все почти откликаются. Вот самое худшее, может, кто-то скажет нет, но вот, мне кажется, 90-95% люди скажут да, и как бы с большим удовольствием помогут, или, ну, просто хотя бы в какое-то направление. Может быть, они там не будут там тратить 2, 3, 4, 5 часов своего времени, но они могут, например, в какое-то там правильное направление тебя направить, или, может, ссылку какую-то дать просто, например, в которой это уже описано. Вот мне кажется, вот просить как бы вот помощи и советов, и мне кажется, вот это моя история с моим провальным собеседованием, да, что как бы, ну, не вывести это собеседование одному. То есть надо действительно с кем-то практиковаться, просить помощи, не стесняться просить помощи, как бы, и мне кажется, ну, здесь прям все прям с большим удовольствием пытаются помочь. Слушай, да, и вот это, наверное, немножко не в нашем менталитете, ну вот то, что я слышу от людей, да, активно просить помощи. Но действительно меня саму изумляло, насколько здесь люди открыты к этому. И То есть сколько мне помощи ты кажется, что сама даже... даешь всем сейчас. Ну да, и мне кажется, что моя собственная адаптация к американскому обществу была в том, что я просто увидела, ну, насколько люди открыты помогать, мне самой захотелось так же делать. И причем, знаешь, мне кажется, даже вот от Европы Америка в этом плане отличается, что здесь очень много действительно благотворительности, здесь очень много людей, которые хотят просто что-то хорошее в своей жизни сделать. Ну, понятно, что человек должен как-то немножко делать свой homework, да, когда там люди приходят и задают совсем там какие-то глупые вопросы, которые можно легко прогуглить и так далее, как бы у людей немножко создается впечатление, что люди тратят их время Да-да-да, и вот так это тоже далее. ки это, мне кажется, очень важно, да, то есть, что на все понятно, что если там звучит как будто очень легко найти ментора, надо к этому готовиться, и это как бы Мгм. вот, ну, чтобы потом твои менторы тебе предлагали работу. То есть вот мне, например, там большинство моих менторов предлагали потом работу, да, то есть это же как бы просто от взаимодействия, от того, что ты приходишь подготовленным, от того, какие вопросы ты задаешь, да, например, от того, как ты take feedback, Мгм. да, например, то есть это все, и может быть, поэтому и они тоже менторы, может быть, они знают, что в какой-то момент они будут нанимающий менеджер, да, или, может быть, в какой-то Да. момент я их найму, то есть как бы это вот все такой, как бы это большой, но очень такой маленький мир, и мне кажется, как бы важно вот именно, я, например, очень прям mindful of my, я не люблю много митингов, да, то есть, и мне прям очень важно всегда там, если меня кто-то просит, допустим, какой-то там встречи, да, и я знаю, какой топик, я всегда там, допустим, какие-то ресурсы вышлю заранее и скажу, вот можешь прочитать ресурсы, и потом мы обсудим, там, какие у тебя вопросы там и Мгм. так далее. Потому что, на самом деле, на большинство вопросов уже ответы написаны. Понятно, что Это есть как бы правда. ментор как коучинг, да, то есть там, ну, как бы вот коуч, да, HR, но вот прям 100% с тобой согласна по поводу того, что нужно готовиться к этим встречам, и ты никогда не знаешь, может быть, когда-то твой ментор станет твоим спонсором. Да, спасибо большое.
Очень приятно было пообщаться, Мне тоже, и Наташа, очень приятно. действительно, ну, мне кажется, что ты очень много рассказала таких вещей, которые будут откликаться людям. А может быть, которые будут удивлять людей, которые приезжают из другой культуры. Вот, но они действительно такие очень, как сказать, применимые здесь. Спасибо Спасибо большое, Наташа. большое. Мне кажется, главное ничего не бояться. Возможностей здесь очень много, и мне кажется, покуда ты к ним открыт. Супер. Спасибо. На этом на сегодня все. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, вам понравилось интервью. Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях, а также делитесь своими историями. Мы с удовольствием со всеми пообщаемся, как обычно. Если вам нравится канал, не забывайте подписываться, ставить лайки, делиться со своими друзьями или с людьми, которыми вы думаете, это может быть полезно. А мы увидимся с вами на следующей неделе. И не забывайте, что у меня есть еще и англоязычный канал. Ссылочку я оставлю здесь. На сегодня все. Была рада вас всех видеть. Пока-пока.